Всем здорово, и пока вы не начали смотреть этот ролик, проголосуйте по подсказке в правом верхнем углу экрана, какой ролик мне делать дальше, ибо я утонул в раздумье. Ну а теперь приступим к самой теме ролика. Да, предыдущий мой ролик раскритиковали настолько, что мне проще снять новую сборку, так сказать, по именитию что ли, нежели объяснить некоторым личностям, что Core i7 и Core i5 в играх практически равны. В общем, сегодня будет сборка ПК за 100 тысяч рублей с комплектующими от более популярных производителей, чтобы вы могли привести своих друзей или кого-нибудь другого к себе домой, и они просто поздыхали от зависти. В общем, начинаем. На самом деле 100 тысяч рублей, не побоюсь сказать этого слова, до хрена. Ну да, опять это но, хоть я обещал перейти к ролику. Короче, подписывайтесь на канал, а я начинаю. В этой сборке я буду краток. Первое, что мы возьмем, будет процессор. Ради вас я переступил через свои принципы и взял Core i7 7700. Можно также взять и с разблокированным множителем, но я думаю, что только отбитый и ненасытный человек будет гнать и так топовый процессор. Это просто офигенный прот с топовой линейки. Он прекрасно подходит как для игр, так и для профессиональных задач, таких как рендер и обработка видео и так далее. На втором месте расположилась видеокарта Asus GeForce GTX 1080. Много о ней говорить не буду, ибо ее название говорит само за себя. Она имеет 8 ГБ GDDR5, тактовая частота 1708 МГц. Следующая на очереди материнская плата. Я взял не очень дорогую, но весьма достойную MSI H170 Gaming M3. Она имеет 4 порта DDR4, имеет 4 порта USB 3.1 и 2 порта USB 2.0. Оперативную память я взял HyperX Fury на 16 ГБ, формат естественно DDR4, частота 2133 МГц. Блок питания Zalman XJ650W на 650 Вт, уже по стандарту с сертификатом 80+ бронза и топовой оплеткой проводов. Теперь пройдемся по накопителям. SSD я взял на 120 ГБ, в принципе производитель не важен, цены у них примерно одинаковые. Жесткий диск я взял также по стандарту от Western Digital Blue на 1 ТБ. Кулер я взял башенный, да простит меня мой друг, который любит боксовые кулера. Но я сегодня собираю ПК для мажоров, которые будут им хвастаться. А именно я взял мой любимый Deepcool Gammax 300 с рассеиваемой мощностью 300 Вт. Теперь самая очешуительная и красивая часть нашей сборки — это корпус. Вы просто посмотрите на это чудо. При виде этого красавца все ваши друзья сразу начнут вам завидовать. А зовут данного красавца Zalman Z9 Neo White. Встроено с завода в него целых 5 кулеров с подсветкой. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А если тебе нужны тесты данного компьютера, то внизу ты найдешь ссылку на видео с ними. С вами был ваш покорный слуга Регион. Всем до скорого!